От пациентки. На УЗИ обнаружен флотирующий полип стенки мочевого пузыря на границе с мочевым каналом. В ноябре-декабре 2019 года появились тянущие боли внизу живота, дискомфорт, учащенное мочеиспускание. Сделано УЗИ в гинекологии и мочевого пузыря. Диагноз – новообразование мочевого пузыря, 4 мм. Непонятно, связан ли дискомфорт с полипом или есть другие причины. Кафедра лучевой диагностики. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 1965 года рождения. Дата исследования 3 июля 2020 года. Область исследования – почки, мочевыводящие пути, мочевой пузырь. При анализе результатов МСКТ использовано построение в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. Нативная фаза сканирования не представлена. В легких на уровне сканирования очаговые инфильтративные изменения не выявлены. Надпочечники не увеличены, обычной структуры. Правая почка не увеличена. Паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Сосудистые ножки почки паранефральная клетчатка структурные. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Левая почка не увеличена, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки паранефральная клетчатка структурная. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Правая почка накапливает и выделяет контраст своевременно, без особенностей. Правый мочеточник визуализируется на всем протяжении. Левая почка накапливает и выделяет контраст своевременно, без особенностей. Левый мочеточник визуализируется на всем протяжении. Мочевой пузырь заполняется контрастом своевременно, без особенностей. Несколько ниже устья правого мочеточника выявлено локальное утолщение стенки до 5 мм. На участке 10 на 8 мм. Плотность включения в отсроченную фазу до плюс 50 плюс 60 Хаунсфилда. Абдоминальные забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость брюшной полости не выявлена. В зоне сканирования свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Поясничный отдел позвоночника. Умеренно выражены дегенеративно-дистрофические изменения. Явление субхондрального склероза замыкательных пластинок тел позвонков. Снижение высоты межпозвоночных дисков в каудальном направлении. Тенденция к формированию клювовидных разрастаний. Заключение. КТ-картина локального утолщения стенки мочевого пузыря. Умеренно выражены дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. Рекомендована цистоскопия для уточнения характера изменений. Ассистент кафедры, кандидат медицинских наук Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. Для оценки малого таза, в том числе мочевого пузыря, КТ не самый подходящий метод исследования, лучше всего это МРТ. При проведении КТ костей таза, формирующие тазовое кольцо, мешают получить качественное изображение. Кроме того, вас сканировать начали после введения контраста, когда полостная система почек мочеточников уже была заполнена контрастом, на фоне которого увидеть конкременты практически невозможно. Можно только сказать, что отток мочи из почек не нарушен. В мочевом пузыре возле устья правого мочеточника есть утолщение стенки пузыря, но что это точно сказать по данным КТ, тем более не совсем правильно выполненным, невозможно. Я бы посоветовал выполнить цистоскопию, исследование проводит уролог, так будет надежнее всего. Менее информативно будет проведение МРТ малого таза с контрастом. Вопрос пациентки. Делать цистоскопию или сразу операцию по удалению полипа с последующей гистологией? Ответ КМН Котова М.А. Лучше сразу удалять, а там и посмотрят гистологию. Вопрос пациентки. Что значит локальное утолщение стенки до 5 мм? Это похоже на полип или прорастание опухоли? Ответ КМН Котова М.А. По данному исследованию сказать точно невозможно, надо дождаться гистологии. Вопрос пациентки. Решая, где делать удаление полипа и гистологию. Можно сделать у нас операцию, а в Питер в стекла передать для расшифровки. Знаю, что так делают, так как у нас косячат, но как это пересылать? Ответ КМН Котова М.А. Можно, надо будет забрать стекла и отвезти в онкодиспансер на пересмотр.